США и Иран вновь зашли в тупик. Они в этом тупике, друзья мои, уже как-то словно прописались. В попытке мирно урегулировать конфликт Путин предложил вывести обогащенный уран в России. С ошибкой написано, это The Insider пишет. Давайте немножко разберем, потому что, если уже шутки в сторону, тема довольно любопытная, потому что уже такие тонкие намеки или догадки идут на разных площадках средств массовой информации о том, что Иран очень в зависимой ситуации находится. Почему? Потому что для любого продолжения диалога, тем более для того, чтобы заключать какие-то соглашения, миры, перемирия, заканчивать боевые конфликты, для этого совершенно необходим гарант. Ну, кто бы он ни был, назовите его хоть как. Хоть духовный лидер, хоть еще какой-то. И вот очень сильное подозрение уже начинает складываться. Я думаю, что этот процесс уже необратимый, и постепенно будут появляться такие новости, что все будут подозревать, что это такая игра в одни ворота. Иран изображает из себя сейчас определенную политическую структуру, которая, видимо, отсутствует, потому что она была снесена первыми же ударами, то есть все эти Хаминеи, похоже, в ноль, хотя заявляется, что там один какой-то есть, но, правда, его предоставить не могут ни целиком, ни по частям пока что, но, может быть, еще предоставят. А если принять, что это действительно так, что у них нету практически официального признанного у них же лидера, который мог бы быть гарантом тех или иных соглашений, то из них будут потихонечку просто веревки вить. А может быть, прикрываясь Ираном и вести какую-то полулегальную, это мое мнение, друзья, какую-то полулегальную игру, например, с теми же нефтяными вопросами экономическими, там, не знаю, повышая цену где-то на выгодных площадках для игроков, тех, кто понимает эту ситуацию и просто спекулирует Ираном. Да, почему и все задерживается? Ни наземной операции нет, ни наземной, все какие-то разговоры словно оттягивают. Но вот у меня полное ощущение есть, что уже давным-давно идет игра, и на ней уже кто-то неплохо заработал, может быть, политических очков, может быть, вполне себе материальных. Тем не менее, здесь речь идет про уран, соответственно, та самая главная причина, которая пугает Израиль, по крайней мере, и тут появляется Россия, которая говорит, да, давайте вывезем, куда? К нам. Президент США Дональд Трамп назвал ответ Ирана на мирный план США совершенно неприемлемым, об этом он написал, но он все время говорит, он то согласится, то отрицает, здесь вообще, я так понимаю, главный игрок, едва ли не единственный на поле, у которого мяч, а может быть и все мячи, может быть их много, это в данном случае Трамп, который играет словами, я подозреваю в каких-то своих целях. Я только что прочитал ответ так называемых представителей Ирана, мне это не нравится, неприемлемо, говорит, спасибо за внимание к этому вопросу. Молодец, красавчик, мне все больше нравится. По данным агентства Ташним, Иран потребовал от США выполнить следующие пункты до начала переговоров по ядерной программе. Уже сам факт, что они что-то требуют, это уже достаточно любопытно и даже где-то немножко весело. Отмена санкций, прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом и прекращение морской блокады США и иранских портов сразу после подписания первоначального соглашения. Ну и черт, мое глубочайшее убеждение, что здесь уже давно все по... Оркестр играет под дирижерскую палочку Трампа. Что дальше будет? Да что бы ни было. Он может вообще изобразить, что Иран всех победил, оставить его в покое, может что-то еще сделать. Я не вижу здесь Ирана как полноценного, переговорщика. Еще раз, у него должен быть какое-то лицо, какой-то лидер. С этого политика вообще начинается. И пока Иран, он какой такой Иран. Иран не может ничего говорить. Это глыба, булыжник, торчащий из мирового океана, как и любая другая страна. Там должен быть какой-то лидер мнения. Или хотя бы даже, не знаю, узурпатор власти, кто-то должен быть. То есть есть такое понятие, да, там как образование с элементами государственности. То есть с кем-то надо разговаривать. Об этом мне просто много приходилось раз говорить, потому что любую страну признают, даже новую. Если она ноту о признании пошлет, то 3 страны признают и все признают. Но чтобы не появлялось каких-то непрозрачных анклавов, и так далее. То есть это такой важный момент. Вот сейчас Иран, он непонятно что. Некоторые говорят, и мне попадаются там блогеры, что у них древняя история. История древняя у планеты. Что такое Иран? Где Иран? Что это такое? Дай бог здоровья жителям Ирана. Еще раз, Иран как страна, где живут люди. Дай бог здоровья, прекрасные, замечательные люди со своей верой, там какими-то ценностями, семьями, женами, мужьями, детьми, прекрасного им процветания. Иран где? Иран как государство.
совершенно необходим конкретный человек. А нам этого человека придумали, его, говорит, нарисовали на стене. Но многие считают, что это кошка сзади. В свою очередь, Иран предложил пойти на следующие уступки, поэтапно открыть Ормузский пролив, ну, что там предлагает, непонятно кто, ну, голоса просто какие-то шизофренические, что-то предлагают. Передать часть запасов обогащенного урана третьей стране с гарантией его возврата. И тут же появляется Россия такая. Мне кажется, вот этот голоса вот эти шизоидные, они... Вот мне кажется, они из России каким-то образом летят. Ну, я где-то не без иронии. Ну, как отмечает, тем не менее, Reuters, США и Израиль требуют вывести из Ирана обогащенный уран, поскольку Исламская республика может использовать его для создания ядерного оружия, ну, то, с чего все началось. 9 мая президент России Владимир Путин предложил вывести обогащенный уран в Россию. Он говорит, ребята, надо его сюда вывести, он просто, ну, все это так забавно выглядит. Ну, еще раз, я просто к тому, что в этой истории, в этой ситуации Россия проявляет себя, ну, попытками поддержать, вообще опять непонятно кого, каких-то деятелей, которые там пытаются Ормузский пролив закрыть, что-то, такие всплывают документы. Ну, пожалуйста, это ваше право, но вы на сегодняшний день вот в данном углу игровой доски политической, ну, как бы Россия не присутствует. То есть ее мнение, в общем, не очень вроде бы как учитывается в рамках Ирана. Вот на мой взгляд, по крайней мере, я не вижу ее участия. Но она возмутилась, она говорит, так не надо. Ну ладно, не надо. Там от Хаминея уже только пары остались. Ну, все, говорит, не надо. Ну, наверное, не надо. Но в политике так не работает. В политике надо, как балканский рывок, когда ты даже ни одного выстрела не сделал, но это при Ельцине было. Но, правда, потом сняли фильм, что это Путин все придумал. Ладно, неважно. И когда ни одного выстрела, просто солдат забросили, но это было так грамотно, в такой нужный момент, что пришлось переиграть все договоренности, а сербы по сей день благодарны. Потому что прекратились бомбардировки, обстрелы, потому что новый игрок, на карту вошел игрок. Здесь никакой игрок пока никуда не входил. Игрок говорит, дайте мне уран. Мне просто, ну, даже любопытно. Просто, ну, дайте ему подержать, конкретно Путину привезите, дайте ему в руки, пусть стоит с ураном. И ура, кричит, наверное. Не знаю, в общем, мне не очень все это понятно. В иранском, ну, кстати, пишите, может быть, кто-то больше политически подкован. В иранском медиа, я больше так схематично это воспринимаю, в ответ заявили, что на данном этапе Иран ставит в приоритет прекращение войны. Вот какой-то Иран имеет какой-то приоритет, и это какое-то прекращение. То есть, вот такой Иран там какой-то, не знаю, может это фамилия Иран, да? Иран Иранович там ходит какой-то, что-то говорит. Может он уже там в Иране надоел, этот Иран. Ну, мало, ну, такая фамилия, да, ну, почему нет, да? Там какой-нибудь Русков в России ходит, там Украинов какой-нибудь в Украине, в Иране Иранов какой-то, Иран такой, Иран ходит, и говорит, надо вот, значит, вот так вот. Кому бы мне уран дать, там, уран у него какой-то, может, нашел какашку, написал на ней уран, может, хоть с ней. Еще раз, да, то есть здесь очень важно, чтобы было конкретно с именами. Когда я говорю, там, Фицо, когда там ругают его там, или хвалят, ну, я хоть понимаю, кто это. Иран хочет. Говорящие камни, или что такое хочет Иран? Вот я немножко путаю. Здесь, я, конечно, мог бы сделать здесь свой разбор, не считаю нужным. Вообще, это работа журналистов. Для меня здесь более любопытно, это работа Трампа, вот это меня действительно привлекает внимание. Я отслеживаю, что он сделал, куда он прищемил. Я помню, что он сказал, что он единственный, кто сражается с Путиным. Это было любопытное заявление, кстати говоря, в той картине моего понимания, если уж совсем серьезно говорить. То, что делает Трамп, так еще на горло, так еще кадык пальцами не скручивали Владимиру Владимировичу Путину, действующей власти, примерно никто и никогда. И дело вообще не в нефти. Нефть — это фейерверк для тех, кто наивно играет в какую-то вот такую, как в Иране, политику. То есть никакую, в которой нету ни имен, ни глаз, ни взглядов, так сказать. Ни даже бровей, которые можно было свести или приподнять. Нет, здесь все ощутимее. Ну, я уже делал разбор о том, что есть понятие делегитимизация, что когда официальная государственная власть может превратиться в обычную официальную мафию и так далее. Но основываясь на этом разборе, становится понятно, что главная прибыль, конечно же, никогда не нефть. У мафия не нефтью занимается, и нафиг не нужна там себестоимость колоссальная, вообще прибыль, выхлоп там смешной, там вообще нет, толку никакого нет. Есть другая штуковина, такая белая нефть, назовем ее мягко, у нее на $1 дает прибыль $100. Считайте проценты. Вот эта штука, да. И вот по этой штуке, когда бьют, когда забирают 300 килограмм белой нефти, когда Мадуро могут стырить, а потом еще двух главарей тех или иных картелей, когда душат мафию, торгующую людьми, то есть мигрантами,
вот тогда это реально бьет по карману настоящих, не какой-то челяди, который дали, ну, торгуйте нефтью, только тылы прикройте, там, слизь биологическая, да, ну так, ну, я имею в виду, я не про Россию, я так вообще, в принципе. Вот, да, то есть, если кто-то, я бы так делал, вот если бы я узурпировал власть, я бы слизи какой-нибудь, слизь есть, вот, смотри, берите завод, там, калий, там, и прочую какую-нибудь, не знаю, нефть, никель, там, все забирайте нафиг. Все, живите на эти копейки, вот, а я буду жить на другие денежки. Тут есть ребята, которым я иногда отмываю, там, германское дело, иногда размываю, иногда, значит, в интересные места целую, и денег у меня много. Много, потому что там много, потому что там нет себестоимости, и они всегда серые, они в тени, от них налоги не берутся. Нефть заниматься, там кучу денег отдавать на налоги, себестоимость, налоги, с нее не так уж много. Не говоря уже о том, что если всю нефть разделить на то государство, в которое она вводится, не так уж много на нас получится, если уж совсем серьезно говорить. Поэтому криминал, он часто привлекает больше, там, прибыль больше, риски больше, прибыль больше. Но если само какое-нибудь государство однажды становится криминальным, то риски сильно снижаются, а прибыль сохраняется. Ну как снижаются? Как снижаются или не снижаются, надо спрашивать у Хаминей, а здесь мы уже выйдем на закольцовывание тематики и не будем ее развивать дальше. Пишите со своей стороны, как это видите вы, если что-то было непонятно, тоже задавайте вопросы. Кстати говоря, пользуйтесь комментариями, потому что я зачастую отталкиваюсь от ваших комментариев, то есть где много комментариев, это запоминает искусственный интеллект, который внедрен нынче уже и в YouTube, и он мне потом дает рекомендации, что людей интересует, что тревожит. Так что вот, немножко рассказал свое мнение еще раз, да, я в данном случае новости, что касается Трампа и Ирана, не воспринимаю всерьез, потому что их нужно оценивать не потому, что говорит Трамп, не потому, что говорит, я только что имя назвал того, кого нету, вот, да, там никто не говорит, Иран говорит, какой-то Иран заговорил, говорящие камни, торчащие из Мирового океана, ну, в общем, это несерьезно, то есть здесь слушать только Трампа можно. Но слушать его можно, у него часто меняются какие-то высказывания, да, его надо смотреть по фактуре того, что, как говорится, у него из-под гусениц летит. А пока что летит какие-то интересы в Ормузском проливе, это да. Уже заводы взрываются в США от перегрузки, потому что они латают то, что освободившиеся места, скажем так, на рынке нефти. Это да, тоже присутствует. Но это не личный интерес Трампа, ну не знаю, может быть какие-то связи. Ну не будем в это сейчас лезть, потому что иначе уже будет громоздко. Так что такая ситуация, с Ираном пока что зависает ситуация, Иран не может предоставить никакого официального лидера, какого-то, которого бы хоть прямо сейчас бы кто-нибудь принял, признал. Ну нет у них никого, как я это, по крайней мере, понимаю. Берегите себя, осторожней, не ездите в Иран работать. А то один поехал, у него пришли грабить в результате почему-то. Погибли там, жена погибла, понимаете, какой-то футболист ворвался в квартиру. Человек жил, вроде обычный инженер. Сначала в Дубае жил обычный инженер, потом обычный инженер в нужный момент поехал в Иран. Пока он ездил, что-то захотели у него в сейфе достать, чтобы это могло быть. Но дело так пока и подвисло, не знаю. Одним глазком посматриваю, надо будет и к нему вернуться, освежить, что там нового. Но, скорее всего, все замнут. Увидимся.